Остановились мы в каньоне реки последний раз на крайней, самой интересной дамбе. Вот. Я решил посмотреть дальше по карте, что же там вверху. А вверху очень интересная была картина. Примерно около 1,5 километров вверх в гору каньон входит в такой амфитеатр, образованный горами, полукруглой формы. И на склоне, на одном из склонов просматривались явно рукотворные развалины, руины. Вот. Я решил обойти, то есть заехал с другой стороны, через поселок. Что ж, друзья мои, приветствую вас снова на канале Phil and Bob. Сегодня я вам расскажу историю просто сногсшибательную. В общем, мой сериал про Будву Санта-Барбара сегодня продолжился. Ну что ж, показываю, что я здесь нашел. Это вот такие руины. Что это такое, сказать, честно говоря, сложно. То ли жилой дом, то ли какая-то церковь, то ли военное что-то было. Так-то очень напоминает австро-венгерские вот эти все форты, укрепления. Ага. Вот смотрим, что внутри. Видите, остатки перекрытий деревянных еще. Все, конечно, сгнило. Держится на честном слове. Вот тут даже есть металлические балки. Получается, раз, два, 3 этажа здесь было. И все они рухнули вниз. Здание каменное, но из битого камня. Таких тут много по лесам стоит. То ли жилой дом, то ли казармы. Непонятно. Вот остатки перекрытий. Они из бетона сделаны. Здесь повсюду валяются остатки посуды всякой. Вот. Есть даже дверь. Вот здесь совсем опасненько уже. Бетон дал трещины. Может грохнуться в любой момент. Я быстренько проскочу. Ага. Смотрите. Здесь все-таки колючая проволока. Остатки. Так что это, скорее всего, это военный какой-то объект был. Вот здесь еще перекрытие. Чтобы вы понимали, какая здесь непролазная чаща. Ну вот, собственно, я дошел до края стены. Стою сейчас на стене. Там вниз обрывается еще один этаж, уходит. Но туда даже просто пройти невозможно.
И вот там торчит арматурина из чащи леса. То есть там еще какие-то стены, строения. Как они сюда, в принципе, добирались? Ну, чтобы вы понимали, вот видите вершины холма. Вот примерно как-то так. Перевалил я через эту гряду и траверсом сюда потихоньку спускался. Вот. Если у меня получится выйти на край, я вам покажу. Вот там вдалеке море видно. Ну и вот, собственно, продолжаем. Прошел немножко дальше по тропе. Здесь вижу остатки стен. И интересно то, что на окне есть решетка. Я вот думаю, в такой глухомане, не тюрьма ли здесь какая-то была? Прям очень похоже на какую-то тюрьму. О! Остатки какой-то мототехники. Рама. Ну, то есть это, в принципе, может вообще быть довольно свежим. Хотя, смотрите, вот тут на стене выросло дерево. Как где-нибудь в Камбодже. В Ангкор-Вате. Лианы захватили. Они довольно толстые. То есть вся стена ими оплетена. А вот здесь напротив чудеснейший умывальничек. Современный кран. Хотя раковина выдолблена из цельного камня. Сейчас покажу. Раковина вот она. Прям в скале выдолблена. И сюда подходит труба с краном. Сейчас удивлюсь, если там будет еще и вода. Нет, не работает уже. О, ребята, тут цистерна, походу. Видите? Здесь какой-то резервуар для хранения воды. Ну, бетонная крышка. Это уже, значит, нечто современное. Да. Много чего еще интересного. Но пока на этом все. Если что-то встречу, я еще раз включусь. Буду продираться обратно, потому что солнце уже садится. И мне нужно выбираться. Вот, ребята, двигаюсь обратно вдоль подпорной стены, которую я вам показал. И если там близ руин она состояла из битого камня мелкого,
то чем дальше я отхожу, тем крупнее становятся камни, массивнее. И здесь уже в основании наблюдаются уже довольно крупные блоки. Ну, примерно такого же стандарта, как и везде. 90 на 90 примерно. И то есть вот сюда, в эту сторону, потихоньку и размер блоков становится все крупнее. Ладно. А мне предстоит приятная прогулка обратно вот сквозь вот это. Так не хочется. Но пошел небольшой дождик. Нужно отсюда выбираться. Поэтому продолжаем.